Майами – центр мира. Российская и украинская делегации едут на переговоры. У Трампа большие надежды. Европа очень хочет отдать российские активы Украине, но саммит Европейского совета пока не решил как, а Зеленский предупреждает о финансовой катастрофе. Генсек НАТО грозит России разрушительной реакцией, если та нападет на Украину в следующий раз. Путин и Лукашенко опять угрожают орешникам, он якобы уже в Беларуси. Европейские фермеры громят Брюссель, масштабные протесты против торгового договора с Южной Америкой. Равновеликие – культурный центр Кеннеди, теперь и имени Трампа тоже. Король Чарльз III открыл пивбар Гиннес и продегустировал легендарный портер, на выручку от которого Ирландия стала независимой. Здравствуйте! Мы рассказываем о самом главном и самом интересном. События, которые меняют мир и жизнь каждого из нас. Обязательно подпишитесь. Это «Один день» и я, Андрей Данилевич. Дональд Трамп возлагает большие надежды на новый раунд переговоров по Украине, который запланирован уже на эти выходные во Флориде. В Майами должны пройти дипломатические контакты, которые в Вашингтоне рассматривают как потенциально важный этап в попытках приблизить прекращение войны. По подтвержденной информации, украинские переговорщики уже прибыли в США для консультаций с американской стороной. Формат встреч раздельный. Сначала переговоры США и Украины, затем отдельные контакты между США и Россией. Прямых трехсторонних переговоров не планируется. Вашингтон выступает посредником. Украину на переговорах представляет делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым. Основные темы – вопросы безопасности, дальнейшая поддержка и возможные рамки будущих договоренностей. Со стороны США переговоры ведут спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уитков и его советник Джаред Кушнер, которые в последние недели активно задействованы в украинском дипломатическом треке. Россию, по данным источников, представляет спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев, близкий к Владимиру Путину. Его контакты с американской стороной должны прояснить позицию Москвы и ее готовность к возможным компромиссам. Господин президент, в выходные во Флориде пройдет встреча по Украине. Чего вы ожидаете от нее? Они приближаются к какому-то решению. Но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я очень надеюсь, что Украина поторопится, потому что Россия уже там. И каждый раз, когда затягивают слишком долго, Россия меняет свою позицию. В прошлом месяце погибло 27 тысяч солдат. Только вдумайтесь в это. Что вы об этом думаете? 27 тысяч – это как половина футбольного стадиона, уничтоженного за один месяц. Так и есть. Речь идет о цифрах от 20 до 30 тысяч. В основном это солдаты. Есть и погибшие мирные жители из Киева и других мест. Но в первую очередь гибнут именно военные. Они теряют свои жизни. Никто никогда не видел ничего подобного. Это худшее со времен Второй мировой войны. И вы знаете, я говорил о целом ряде войн. 8 конфликтов. Некоторые длятся уже 35 лет. Один более 37 лет. Другой 32 года. 8 войн. И я думал, что этот конфликт будет проще. Но из-за ожесточения, из-за ненависти все оказалось сложнее, чем мы ожидали. Тем не менее, есть шанс, что мы сможем это завершить. Возможно, уже скоро. Просто помните, от 25 до 30 тысяч человек погибают. В основном молодые люди, солдаты. В Брюсселе продолжаются переговоры стран ЕС о репарационном займе для Украины, новом механизме долгосрочной поддержки Киева. Речь идет о кредите на сотни миллиардов евро под гарантией замороженных российских активов, прежде всего резервов Центробанка России в Европе. Конфискация активов не планируется, они используются как финансовое обеспечение. Прогресс есть, но соглашение пока не достигнуто. Главные разногласия касаются юридических рисков, особенно для Бельгии, где в Евроклир хранится значительная часть этих средств. В Еврокомиссии подчеркивают, решение нужно принимать в ближайшее время, иначе уже с 2026 года Украина может столкнуться с серьезным дефицитом финансирования. Безусловно, произошел прорыв. Этот прорыв означает, что все согласны. Стоит попробовать, и использование российских активов для Украины было бы оправданным и выгодным для Европы. Но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы получить для себя максимальные гарантии. Нас ждут еще многие часы все более технических обсуждений, потому что страны, которые в будущем подвергаются наибольшему риску российских финансовых ответных мер, прежде всего Бельгия, но не только она, ищут защитные механизмы.
Использование так называемого «запаса» в бюджете ЕС не вызывает энтузиазма у ключевых стран Союза. Поэтому я не вижу перспектив в планах задействовать европейские деньги. Скорее мы будем рассматривать репарационный кредит на основе российских активов и предоставление гарантий для стран, находящихся в зоне наибольшего риска, таких как Бельгия, чтобы они почувствовали, что эти гарантии действительно серьезные. Украина в следующем году может столкнуться с дефицитом внешней помощи в размере от 45 до 50 миллиардов евро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, если Киев не получит первый транш кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, уже к весне 2026 года стране придется существенно сократить производство беспилотников. Зеленский отметил, что в таком случае Украина будет иметь значительно меньше дронов, чем Россия. Последний тезис. Понимает ли Европа? Сегодня важный катализатор. Сегодняшнее решение покажет, понимают ли наши партнеры это или нет. Посмотрим. Потому что это действительно угроза. В чем заключается угроза? В том, что дефицит однозначно составит 45-50 миллиардов. Именно так. Дефицит может быть и больше. Мы точно не знаем, как будут развиваться события в следующем году. Мы делаем все возможное, чтобы завершить войну в ближайшее время. Если этот транш не поступит, производство беспилотников в Украине значительно сократится. Для сравнения, если сегодня по количеству дешевых дронов, которые мы используем на поле боя, у нас есть примерно сопоставимое, конкурентное количество с Россией, то без этой помощи оно будет значительно ниже. Членство в Европейском Союзе, мы хотим, чтобы этот инструмент поддерживал нас. С таким инструментом мы чувствуем себя гораздо увереннее за столом переговоров, чем без него. И вопрос о том, как продержаться еще один год, если у тебя нет денег, сразу получает ответ. И тогда такие вопросы больше не возникают. Мы находимся в состоянии войны. И Соединенные Штаты, как вы знаете, это те, кто принимает решения и действительно может остановить Путина. Я на это рассчитываю. Я действительно рассчитываю на давление со стороны США. Сейчас Соединенные Штаты больше выступают в роли посредника. Это правда, они посредничают между нами. Но я очень хотел бы, чтобы они сделали больше шагов по давлению на Россию, потому что, как я считаю, Путин не хочет останавливать эту войну. Но он может это сделать, если Соединенные Штаты усилят давление. В нашем диалоге с американской стороной есть прогресс. Почему? Потому что у нас было несколько форматов и несколько документов в рамках диалога с Соединенными Штатами. И я считаю, что в нашем диалоге есть прогресс. Что касается более деликатных вопросов, которые мы обсуждали с Соединенными Штатами, да, Донбасс остается вопросом, по которому решения пока нет. У нас разные взгляды. И вопрос атомной электростанции, которая оккупирована Россией и сейчас не работает. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, в случае нового нападения России на Украину после возможного мирного соглашения реакция будет разрушительной. Об этом он заявил на пресс-конференции в Польше, подчеркнув, что Москва должна четко понимать цену попытки реванша. Рютте признал, что вступление Украины в НАТО пока невозможно. Ряд стран Альянса, включая Венгрию, США и Словакию, не готовы поддержать такое решение. Поэтому, по его словам, сейчас прорабатывается альтернативная система гарантий безопасности, призванная не допустить повторения сценария после Минских соглашений. Эта система предполагает 3 уровня защиты: вооруженные силы Украины как первую линию обороны, европейскую поддержку в рамках коалиции желающих под лидерством Великобритании и Франции как вторую, и участие США в качестве 3-го элемента. В НАТО подчеркивают, без надежных гарантий безопасности любой мир с Россией рискует оказаться лишь паузой перед новой войной. Путин должен понимать, что после мирного соглашения, если он попытается снова атаковать Украину, реакция будет разрушительной. Именно так мы и проектируем эти гарантии безопасности. На данный момент ряд союзников заявляют, что не дадут согласия, и потому будут блокировать консенсус по вступлению Украины в НАТО. Такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Это практическая реальность. Поэтому возникает вопрос. Если по Украине будет заключено мирное соглашение, долгосрочное прекращение огня или полноценный мир, как предотвратить повторное нападение России? Как избежать повторения ситуации после Минска-2 в 2014-2015 годах? Именно здесь на первый план выходят гарантии безопасности. Гарантии безопасности, как они сейчас разрабатываются, состоят из 3 уровней. Первый уровень — это вооруженные силы Украины.
Они будут первой линией обороны, как в Польше и на всей территории НАТО. Только в данном случае за пределами НАТО, в Украине. Второй уровень — это то, что так называемая коалиция желающих под руководством Великобритании и Франции разрабатывает в последние месяцы. Как Европа вместе с Канадой может помочь обеспечить устойчивость мира. И третий элемент — Соединенные Штаты. Президент США в августе заявил, что хочет участия Америки в этих гарантиях безопасности. Сейчас идут обсуждения, что именно это будет означать и как будет выглядеть весь пакет коллективных гарантий. Это крайне важный вопрос, потому что после мирного соглашения, если членство в НАТО невозможно, а сейчас оно невозможно по практическим причинам, нужно понять, как предотвратить новую атаку со стороны России. Москва обещает жестко реагировать, если вдруг США вернутся к ядерным испытаниям. Об этом сказал начальник штаба Российской Федерации Валерий Герасимов. По его словам, Россия примет соответствующие контрмеры, формально оставаясь в рамках договора о запрете таких тестов. Кроме того, он уверил, что в этом году в России сформирована бригада, оснащенная новым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», который Кремль называет элементом стратегического сдерживания. Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры. Александр Лукашенко заявил о размещении в Беларуси российской ракетной системы «Орешник». По его словам, комплекс уже заступил на боевое дежурство и является частью мер так называемого стратегического сдерживания в рамках военного сотрудничества с Россией. Лукашенко также подтвердил наличие на территории страны тактического ядерного оружия и подчеркнул, что в случае эскалации конфликта Беларусь и Россия будут действовать в рамках региональной группировки войск. Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего с Российской Федерацией. Поэтому Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь, нам надо реагировать, дальше нас поддерживает Российская Федерация. Вот это и есть региональная группировка войск и тактического ядерного оружия, которое мы вернули в Беларусь. Кроме того, первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Александр Лукашенко дал короткую и емкую характеристику председателю КНР Си Цзиньпину. Белорусскому лидеру хватило одного слова, и оно цензурное. Перейдем к Китаю. Я знаю, что вы знаете лидера Си очень хорошо. Но я же вам сказал, что у меня есть родственник, старший брат Владимир Путин, и мой друг Си Цзиньпин, с которым мы с давних пор друзья. Какой он человек? Он китаец. На наших глазах каждую минуту меняется мир. Помогите нам рассказывать об этом. Подписывайтесь и становитесь спонсором канала «Один день». Протесты против торгового соглашения ЕС-Меркосур в Брюсселе переросли в столкновение с полицией. В четверг фермерская акция, приуроченная к саммиту лидеров Евросоюза, вышла из-под контроля. Демонстранты бросали камни и картофель. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих с окровавленной головой и руками был задержан правоохранителями прямо на месте. По данным полиции Брюсселя, власти разрешили участие не более 50 тракторов. Однако к середине дня в столицу прибыли около 1000 сельхозмашин, в основном с бельгийскими номерами. Число протестующих оценили примерно в 7000 человек. Фермеры блокировали улицы и подходы к европейским институтам, пытаясь оказать прямое давление на лидеров ЕС. Причина протестов – страх перед последствиями соглашения с Меркосур, которое обсуждается уже почти 25 лет и может стать крупнейшей торговой сделкой ЕС по объему снижения тарифов. Критики опасаются наплыва дешевой сельхозпродукции из Южной Америки, что, по их словам, подорвет позиции европейских производителей, особенно мелких и средних хозяйств.
В то же время президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил о позиции Италии. Рим в целом не отвергает соглашение, но, по его словам, премьер-министр Джорджа Мелони просит время, чтобы снять напряжение внутри страны и заручиться поддержкой фермеров. Новостью для меня стала позиция Италии. Сегодня я позвонил премьер-министру Мелони и поговорил с ней, сказав, что 20 декабря – это не дата, предложенная нами. 20 декабря – это дата, предложенная Урсулой фон дер Ляйен и Антонио Каштой, которые говорили, что 19-го они проголосуют в Брюсселе, а затем прилетят сюда, чтобы мы могли подписать соглашение. Я много раз говорил с французской оппозицией. Я даже говорил с Брижит, женой Макрона, и просил ее открыть сердце Макрона для достижения соглашения с Бразилией. Франция мало что теряет от бразильского сельского хозяйства. Они производят одно, мы другое, и если у нас есть возможность производить говядину и свинину лучше, чем у них, значит, так тому и быть. У французов есть право выбирать то, что лучше для них. Саммит Евросоюза в Брюсселе для премьер-министра Словакии Роберта Фица начался с инцидента. В аэропорту обслуживающая техника с трапом повредила правительственный самолет настолько серьезно, что он был признан непригодным к полетам и остался в Брюсселе. Об этом сам Фица сообщил по прибытии на саммит, отметив, что старт поездки оказался неудачным. Инцидент произошел на фоне напряженной повестки встречи лидеров ЕС с обсуждением расширения Союза и поддержки Украины. В правительстве Словакии теперь вынуждены решать вопрос возвращения делегации другим транспортом. Белый дом объявил о переименовании центра Кеннеди в Вашингтоне. Он будет называться «Центр Трампа Кеннеди». Решение объясняет желанием подчеркнуть вклад Дональда Трампа в поддержку американской культуры и искусств. Инициатива уже вызвала резонанс. Критики называют ее политизацией одного из главных культурных символов США. Сторонники – попыткой обновить его статус и роль. Ваша пресс-секретарь написала, что члены Совета Центра Кеннеди единогласно проголосовали за его переименование. Какова ваша реакция? Для меня это большая честь. Совет очень уважаемый. В него входят одни из самых выдающихся людей страны. Я был удивлен и польщен. Мы, по сути, спасли это здание. Оно было в очень плохом состоянии. Физически, финансово и во всех остальных отношениях. Сейчас оно очень крепкое и устойчивое. Кажется, 23 декабря у нас будет телевизионное мероприятие. Думаю, рейтинги будут очень высокими. Центр Кеннеди действительно вернулся к жизни. Он был в крайне плохом состоянии. Очень-очень плохом. Нам также удалось добиться финансирования от Конгресса и привлечь значительные средства от других источников. К нам пришло много доноров, причем с рекордными суммами. Так что мы спасли Центр Кеннеди. И эту идею выдвинул один из очень уважаемых членов Совета. Затем было голосование, а членов Совета там много. И решение приняли единогласно. Для меня это большая честь. Спасибо. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе главных событий.